Приветствую вас, друзья! У нас очередная посылочка. Такая малюпаха. Смотрим, что приехало. Приехал нам вот такой вот, друзья, видеорегистратор 70 May Dashcam Pro Plus. Так, коробочка запечатана, все, как вы видите, по заводу. Заказывал я вместе в комплекте, соответственно, с картой памяти на 32 гигабайта. Приходит SanDisk, то есть карта должна работать отлично, потому что эти устройства очень не любят там левых карт, у которых малая, либо даже средняя скорость. Отлично. Ну что, вскрываем, смотрим, друзья. Значит, этот регистратор я покупал на подарок своему свояку, у которого день рождения аж 26 февраля. Пришел он как-то быстрее. Но, насколько я знаю, моих видео он особо не смотрит, поэтому все равно получится сюрприз. Вот так. Вскрыли мы нашу коробчонку. Смотрите, как все в золоте. Отделка. Вот уважаю этих производителей, кто так относится к упаковке своего товара. Так, ну что, у нас регистратор на месте. Давайте смотреть, что нам приехало в этом конверте. Может быть, какие-нибудь деньжата. Так, есть инструкция. Смотрим. Есть ли у нас русский язык, у нас сразу видно есть. Где же он? Вот у нас русский язык. Начинается отсюда. Тоже вижу, что не указано, абсолютно не расписаны кнопки почему-то. Слоты расписаны. Ну вот почему. Загрузка приложения QR-код мы имеем. И, соответственно, онлайн-руководство. Вот часто стали производители делать такие вещи. То есть переходите типа на онлайн-руководство и там читайте о своем приборе. Да. Вижу, что уже поддерживает от 16 до 128 гигабайт памяти наш регистратор. Ну и, короче, макулатура абсолютно бесполезная. В комплекте у нас есть запасной кусочек 3М скотча. Вернее, не 3М, а двухстороннего. Про 3М тут нет ни слова и ни знака. И две офигенно полезные штуковины. То есть что-то такое, это, друзья, протектор. Протектор, который крепится на лобовик. А уже потом мы прикрепляем, соответственно, наш регистратор. Вот как вы видите, давайте я, наверное, так покажу. Здесь даже есть вот под скотч обводка. То есть справится и поймет даже ребенок. Ни в одного производителя таких вот протекторов я не видел. Суть его в том, что все производители делают просто двухсторонний скотч, клеим на лобовик, и в случае, когда надо это все дело намотодрать, мы потом зубами отдираем этот скотч. А здесь мы берем и этот скотч вместе с протектором снимаем. Лобовик у нас опять чистый. Клеим вторую пленочку запасную. И если нужно, второй раз клеим наш регистратор. Все шикарно, просто, надежно и аккуратно. Да, друзья, регистратор нужно приклеить на лобовое как можно ближе к центру стекла. Как можно ближе. И смотрим наш непосредственно регистратор. Вот он. Тоже в такой коробчонке идет, в пластиковой. Все шикарно. Давайте пока в сторонку и посмотрим комплект. Что у нас тут есть? Вот, люблю я такие вещи. Так, это чего? Вот, крепление. Давайте сразу же смотреть, как это все дело у нас выглядит. То есть просто надежно и понятно. Хлоп, и все. Если надо снять, регистратор вверх и снимаем. Обалденная штука. Так, не показал я надписи. Это уже панелька без GPS модуля, потому как в версии плюс GPS модуль у нас встроен внутрь самого прибора, за что им огромное спасибо. Так как в этом модуле, который находился в креплении, частяком, то контакт не контачил, то не доходил, то переходил. Короче, GPS не работал так хорошо. Здесь у нас все внутри и все отлично. Так, хорошо.
Смотрим, что дальше. Что за фигня? Что за фигня? Ага, палка, как я говорю, ковырялка. Нужна для установки питающего кабеля. Видимо, кабелек там и лежит под низом. Да, кабелек лежит под низом. Смотрим кабелек. У нас два разъема. Это USB, micro-USB. Micro-USB, соответственно, подключаем в сам регистратор. Все шикарно. Кабеля здесь примерно 3 метра. Ну, визуально так оно примерно, друзья, и есть. Так, это пока нам не нужно. Смотрим, что еще. Тут какой-то еще отсек. Там пустышка. И на этом, видимо, друзья, все. Кстати, нужно будет докупить, видимо, адаптер для подключения в прикуриватель. У кого нету. Поэтому у нас уже тут, наверное, все. А что тут? Что-то, друзья, еще я нашел. Ну, как это все дело вскрыть? Что-то у нас еще есть. О! Только что сказал, а оно, пожалуйста. Оно в комплекте. Шикарно и супер. Что-то я смотрел при заказе и этого не видел. Это вообще шикардос. Вот этот адаптер, который я говорил прикупить. Все предусмотрено, все есть в комплекте. Так, все, друзья, на этом у нас все с этим. Разбираемся с прибором. С прибором, к сожалению, я вам сразу так на лету не покажу, не расскажу. Мне нужно с ним немножко поразбираться. Давайте я, наверное, все-таки сниму аккуратно пленочку. Мы пока положим ее, чтобы нам видеть всю красоту нашего прибора. Значит, что мы имеем? Мы имеем на приборе 5 функциональных клавиш, которые я вижу. Есть у нас индикатор. Есть по ходу микрофонный вход, насколько я понимаю. Линза сама непосредственно, то есть объектив, который вращается у нас на сколько? Давайте засекать. Вот так ставлю прямо и вращаю. Нет чистых 90 градусов, ну примерно 85, что вполне достаточно. Отлично. Так, ну кронштейн я вам показал, все показал, кнопки показал. И мы имеем слот под карту памяти и, соответственно, гнездо зарядки под micro-USB. На этом, друзья, пока все. Пойду потещу несколько дней, чтобы вам что-то там рассказать по настройкам и по всему остальному. Ждем. Для вас секунда, для меня не знаю. Итак, еще раз привет, друзья. Значит, потестил я несколько дней, по-моему, 3 дня я с ним мучился. Тут записывал, перезаписывал. Короче, лажал. В итоге вот записываю, надеюсь, последний обзор на этот регистратор. Так, давайте сразу его подключим. Буду использовать телефонную зарядку. Соответственно, micro-USB и включаем его в сеть. Подготовил я уже нашу флешечку, положил. Она нам пригодится. Вот наш регистратор включился. И сразу нам предлагается выбрать язык. То есть абсолютно все интуитивно понятно. Можно было даже с первого дубля все это записать мне. Но, кстати, к сожалению, регистратор не без своих, так сказать, ну, я не могу сказать косяков, но заморочек. Ну, обо всем по порядку. Давайте, поехали. Итак, предлагается нам при включении язык выбрать. Выбираем, соответственно, русский. Поехали, путешествуйте, спасибо. Дальше у нас идет значение индикаторов, то есть зеленый запись в обычном режиме, и синий режим без записи, то есть что у нас сейчас и происходит, и красный ошибка. Понятно, едем дальше. Коснитесь, чтобы включить, выключить экран, то есть большая функциональная клавиша включения-выключения самого прибора и включение-отключение кратковременном нажатии нашего регистратора. Вот так это выглядит, это включаем. Едем дальше. Нажмите, удерживайте. Давайте не будем. Когда я нажму и подержу, он у нас просто вырубится. Всем все понятно. Потом включится. Так. Здесь мы выбираем, друзья, часовой пояс. Сейчас мы находимся под металлической крышей. Если мы ничего даже не будем устанавливать, а включится у нас на улице GPS, обнаружатся спутники, время должно установиться само. Ну, давайте мы поставим наш пояс. Плюс 3 часа. Ух ты, переехал. Плюс 3 часа, это по Москве. Беларуси, к сожалению, здесь нет. Подтверждаем. Здесь настраивается время и год. Давайте я сделаю плюсик 21, дабы обозначить. Ну и просто так подтвержу. Выберите, чтобы открыть функцию видеонаблюдения за транспортным средством на парковке. Включаем. Так, отсканируйте. Здесь у нас предлагается, опять же, как в инструкции, отсканировать инструкцию. Здесь же предлагается отсканировать приложение 70 May. Приложение, если вы смотрите мой канал, у меня уже есть. Я покупал себе TPMS систему от 70 May, которой очень доволен. Далее нас просит вставить карту памяти, что мы, соответственно,
Блин, как ее взять с этого стола. Соответственно, сделаем. Карта вставляется вот так, следующим образом. Картинкой к себе. Смотрим, что произойдет. Все, регистратор у нас включился. Да, а при первом самом вложении карты у нас попросило отформатировать наш регистратор. Так, далее по кнопочкам. У нас нарисован микрофон. Следовательно, вот этой кнопкой можем включить-выключить аудиозапись. Запись закрыта. Запись отключена и запись началась. включена. Кнопочка ручного аварийного Начать видео. запись видео происшествия. Вот, аварийное видео записывается. Точно такая картинка будет, допустим, при ударе. Если, не дай бог, кто-то машину ударил или где-то вы в ямку вскочили, оно сразу так вот идет запись аварийная. И никак ее не остановить, пока не запишется. Поэтому ждем. Отличный просто, друзья, прибор. Отличная запись. Все шикарно. Есть проблема немножко с ночной съемкой, но опять же моросит мелкий снег. Ну, вы сами все в конце видео увидите. Так, далее мы смотрим. Здесь мы переходим в галерею. Нам предлагается посмотреть видео. Давайте посмотрим. Вот несколько видео у меня уже здесь есть, как вы видите. Можем листать их и включать. Ну, не будем тянуть время. Так, дальше. Здесь у нас в эту папочку записываются вот эти вот аварийные видео. Вот у меня уже 2 видео есть. Так, далее. У нас есть наблюдение на парковке. По-моему, у меня видео здесь нет. Да, видео здесь нет. И, соответственно, интервальная фотосъемка у меня тоже здесь ничего нет. Сюда сохраняются эти файлы. И просто фотографии. Тоже у меня, по-моему, да, ничего нет. Так, с этим, я думаю, понятно. Ну и переходим к самим настройкам. Настройка видео. Смотрим, что у нас предлагается. Видео происшествия. Вот это, что мы включали. Высокая чувствительность, низкая и выключение. Всегда я ставлю на низкую чувствительность. Подтверждаем. Дабы не было сработок при ударе дверями, капотом и т.д. и т.п. Дальше. Наблюдение на парковке. Высокая чувствительность. Тоже я ставлю низкую, пускай будет. Дальше. Интервальная фотосъемка. Функция замедленной киносъемки и будет продолжать работу при выключенном зажигании, но приведет к потреблению заряда. Вот это первый такой немножко косячок, конечно, есть. Вот смотрите, нам предлагается сразу спецкабель для того, чтобы эта функция работала, потому как во многих автомобилях просто вырубается прикуриватель, когда мы выключаем зажигание. А здесь нам надо как бы постоянное питание. На аккумуляторе он долго не вытянет. Так, с этим, я надеюсь, понятно. Это к таким первым косякам я отношу. Небольшим, но косякам. Продолжительность записи идем. Предлагается минута 2-3. И все, да. Ну, давайте я, к примеру, допустим, на 3 минуты поставлю. Кодирование видео у нас высокая степень и низкая степень сжатия. То есть это, по-моему, H264 и H265. Сейчас у нас H265. Если ошибаюсь, поправляйте. Выбираем, конечно, высокое. Разрешение видео у нас только 3. Такое, такое и такое. Больше нет. Выбираем тоже высокое. Едем дальше. Подавление мерцания экрана. Здесь выбираем. И поскольку у нас сеть 50 Гц и все везде мигает и мерцает с частотой 50 Гц, то мы выберем с вами, соответственно, 50 Гц. Как-то так. Режим HDR. Это режим. Высокий динамический режим, обязательно его включаем, по умолчанию он у нас включен, все отлично, то есть это все делает картинку красивее, я бы сказал так, и четче. Так, дальше, скорость, широта включена, это что у нас обозначает, то есть сигнал от GPS, сигнал о скорости и о координатах накладывается на видео. Включаем. Все, с этим у нас, друзья, все. Идем назад, переходим в настройки системы. Точка доступа Wi-Fi у нас должна быть включена для работы, соответственно, с приложением. Вот здесь тоже косячок. Стрелка назад и включить точку доступа. Не указано, на какую кнопку нажать, чтобы включить эту точку доступа. Я немножко поломал голову. А здесь надо было просто вот эту вот кнопку подтверждения. Смотрите, бах, и у нас все включается. Вот. Нам предоставляется пароль. Этот пароль нам нужен для подключения, соответственно, к приложению, к телефону. Давайте я так камеру смещу, оставлю все это дело на паузе, а сюда я поставлю экран телефона и покажу, как это подключается. Все быстро, аккуратно и просто. Все, кстати, друзья, эти настройки можно установить из телефона.
Так, друзья, для подключения, соответственно, нашего приложения, опять же, первым делом мы скачиваем приложение, вторым делом заходим в настройки Wi-Fi и ищем сеть нашего регистратора. Регистратор, конечно же, должен быть включен. Вот у нас есть 70My A500, нажимаем и подключаемся к нашему регистратору. Так, здесь у нас предлагается ввести пароль. Давайте смотреть наш пароль. Так, 225, 225. Пароль вводим тот, который на регистраторе. 42 707. И нажимаем кнопочку «Подключить». Идет получение IP-адреса. Подключено без доступа в интернет. Все понятно. Теперь переходим, друзья, к приложению 70My. Вот оно у меня включено. Не отключаться от сети пишем. Так, и здесь у нас в выходе человечек «Мои устройства». Пишем «Добавить». Ищем наш регистратор. Так, вот умный регистратор 70My Pro Plus. Нажимаем. Точку доступа Wi-Fi включаем. И переходим к следующему шагу. Пишем, да, выбираем здесь нашу сеть 70My A500 и подключить. Нам показывает, что на этой сети. Пишет секундочку. Нажмите кнопку подтверждения для авторизации. И на регистраторы нажимаем птичку «Подтверждаем». На этом, друзья, подключение у нас завершено успешно. Как вы видите, у нас все это дело снимается и показывается уже сразу на телефоне. Так, смотрите, тут мы можем сделать полностью все настройки, которые есть в регистраторе. Полностью все. Так что можете сразу подключиться, потом делать настройки. Либо удобно и так, и эдак. Здесь мы можем делать, сфотографировать что-то. Так, давайте я, наверное, поставлю вот примерно так. И делаем фото. Все, фотография у нас есть. Характеристики качества видео. Давайте посмотрим. Вы просматриваете в низком, чтобы повысить разрешение, загрузите видео на телефон. Можно скачать видео на телефон. Галерея, то есть все эти вот дела. Вот наша фотография уже есть. Непосредственно с нашего регистратора. Все видно замечательно. Ну и в принципе тут уже больше ничего я вам не расскажу. Все показано и рассказано было до этого. Тут выход у нас. Подтверждаем. И вот у нас появились, то есть мой, вернее, не мой регистратор подарочный. И, соответственно, моя система ТПМС. Едем дальше. Так, Wi-Fi при включении питания должен у нас, конечно же, включаться. Подтверждаем. Дальше. Запись, конечно же, включена. Запись видео подразумевается. А вот с этим вот, друзья, DAS у нас тут они напортачили так, что мама не горюй. То есть, для того, чтобы настроить ADAS, у меня до сих пор это не получилось. Сейчас расскажу, по какой причине. Для того, чтобы его настроить, нам нужно ехать со скоростью не менее 20 км в час. Причем ехать по дороге, по чистой дороге, с хорошо читаемой разметкой, как слева, так и на обочине. Неважно, сплошная, прерывистая, но разметка должна быть хорошо видна. У нас сейчас зима, все дороги в каше, в снегу, разметки нет, поэтому он все время пишет ошибку. Будем ждать весны или лета, тогда все получится. И насколько я знаю, здесь еще двойная какая-то есть активация. Вот, я, поскольку не прошел первой активации, поэтому до двойной я не знаю, как и что. Но я думаю, что оно все-таки активируется. Здесь должно у нас добавиться, то есть предупреждать о начале движения впереди идущего транспорта, по-моему, о расстоянии до впереди идущего транспорта, ну и, соответственно, о пересечении линии разметки. Информация о изменении полосы. Все это дело полезно, я этим делом в двух своих регистраторах пользуюсь, то есть у меня регистратор от Marubox и регистратор от TIS. Все там сделано досконально просто, от TIS вообще он сам контролирует любые полосы, ищет, даже берет колеи по снегу. Шикарно. А здесь вот 70My, вот сильно им большой за это, ну как большой минус. Не минус даже, ну упрек за такие вот дела. Ладно, с этим мы, друзья, проедем. С этим, я надеюсь, разберетесь сами. Ничего сложного не будет, я думаю.
Главное, выбирайте хорошую дорогу. Так, время отключения экрана. То есть это энергосберегающий режим. Если мы никакие там клавиши не тыркаем, не нажимаем, мы можем установить, что через минуту, либо через 30 секунд у нас дисплей просто погаснет. Но все продолжит свою работу. Громкость динамика. Я всегда ставлю высокую. У нас есть умеренный, низкий и выключенный, да. Я всегда ставлю высокую, подтверждаем. Автоматически выключается при парковке. Так. Здесь мы можем настроить через 10 минут. Так, давайте все-таки погортаем, наверное, вверх. Вот. Не выключать автоматически при парковке, только когда мы остановились. Либо выключить через 5 минут, через 10 и через 20. Все. Давайте через 10 сделаем, пускай будет. Так. Системное время. Здесь мы опять же можем настроить то, что нам предлагалось в начале. Ну, мы это проедем. Язык системы, опять же, что в начале. Далее. Часовой пояс, опять же, что мы настраивали с вами в начале. Автоматическая калибровка времени. Вот оно включено. То есть, как я и говорил, при GPS сигнале время будет у нас автоматически скорректировано. Только, друзья, к сожалению, я не понаблюдал, на какое время оно у нас корректировку производит. Ну, я надеюсь, что оно правильное. Так, неважно. Если что, то можно просто отключить и настроить вручную. Все будет нормально. Едем дальше. Все. На этом, друзья, у нас с настроечками все. Далее, что у нас есть? У нас мы можем отформатировать SD-карту. И можем, соответственно, что я сделал перед записью этого видео, я сбросил все до заводских настроек, чтобы, друзья, показать все это дело вам. Загрузить приложение мы здесь можем. То есть нам здесь, по-моему, здесь покажется опять же QR-код. Да, все правильно, QR-код. И мы сделать можем здесь обновление системы. Обновление системы, конечно же, в том случае, что у нас будет регистратор сопряжен с нашим смартфоном. На этом, по-моему, с настройками все. Нет, еще у нас последняя настройка, версия и т.д. и т.п. То есть у нас на данный момент умный регистратор 70MAI A500. Текущая версия такая-то, время публикации такое-то. И на этом уже, друзья, точно все. Вот, с настроечками у нас все. То есть, видите, индикация красного мигающего указывает нам о том, что идет у нас сейчас запись. Буква П, что активирован режим парковки. Ну и, соответственно, значок Wi-Fi, что Wi-Fi у нас точка доступа включена. На этом все. Значит, друзья, я надеюсь, что я вам все понятно по настройкам рассказал. Очень жаль, что не могу показать вам настройку ADAS, конечно. Но, извините, зима. И сколько она еще продлится, неизвестно. А чистых трасс у нас тут особо нет. Вот, значит, в конце видео, смотрите, я приложу вам буквально два файла. Это дневная съемка и ночная. По дневной съемке вообще претензий ноль, все шикарно, все читается. Ну, по ночной съемке, в принципе, как и все, большинство регистраторов, так сказать, оставляет желать лучшего. Почему? Потому что идет небольшой засвет номера. Номера очень трудно читаются с метров, там, не знаю, 3-4 при встречном движении. И то бывают засветы. Сзади тоже номера читаются у машин тоже примерно с такого же расстояния. Но все это усугубляется. Допустим, я ездил, вот я этот файл приложу, шел, и у нас теперь, в принципе, идет такой еле-еле мелкий-мелкий снежок. Все это на лобовик падает. Все это дело у нас, друзья, тает. И такие вот блики размытости есть ночные. И плюс ко всему у меня еще большой такой минус для всех этих регистраторов. Это у меня стоит в машине атермальное стекло. И все эти вот полоски немножко дают свое, конечно, искажение. Но если испытывать его, я думаю, на улице без лобовика, то съемка будет просто шикарно. Короче, прибор суперский за свои деньги. Отличный прибор. Мне очень понравился. Всем могу спокойно рекомендовать. Если бы еще не эти вот трудности с ADAS и немножко с ночной съемкой, ну, в принципе, все это дело можно понять, как говорится, понять и простить. Все, друзья, всем пока. Кому понравился обзор, ставим палец вверх, подписываемся на канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока, смотрите видео-примеры.
call.